Ну где же хотя бы одна вакханка? Дорогие друзья, сказал он с грузинским акцентом, начинается третий акт. Это решительное действие. Опять, конечно, говорящий попугай. Ирония, которая обещала присутствовать во втором действии, собирается присутствовать в третьем. Это нам еще остается посмотреть. Уголок, конечно. Нам наш уголок никогда не тесен. Историческая справка. Афродита, Селенус. Это все как бы одна живая семья. Это наша ячейка. Про коммунизм я уже не могу вам намекать, потому что эта ситуация уже решена исторической реальностью, согласно ленинским словам. Но последнее слово будет за теми, кто смеется. Хорошо смеется. Чтобы смеяться, надо как следует поддать, конечно, потому что без этого смеяться вы, наверное, не станете. Нет, конечно, натощак смеяться не получится. Не станете вы смеяться на сухой желудок. Ну и wheelchair chorus, flowers. Хотя бы одна вакханка. Не каждому дано. Потом вакханка 21. Просто вакханки. Девка, не пуганая яйцами. Девушка. Пионеры. Вот они, наши пионеры. Вот это наше будущее. Будущие ветераны сцены. Основные участники божественной комедии. Орфей и Евридика. Потерял я Евридику. Как символ вечной любви. Ну, можно сюда, кстати, к сожалению, они не попали в эту пьесу, попадут другие, Ромео и Джульетта. И тьма, которая наступила после смерти вышесказанных возлюбленных
наступила тьма. Диоген, который боялся тьмы, поэтому ходил с фонарем постоянно. Прелесть гениталия. Гениальная талия. Home attendants – это для тех, кто не понимает по-английски, это люди, которые следят за старыми людьми, которые уже не в состоянии... Старушками и старичками. Старушками и старичками. Можно так сказать. Ну, кондом и гондон, это не надо, наверное, объяснять. Экран, занавес. Костыли. Муляж Прометей. Спокойствие трагедии. Вот это вот, на эту тему надо поговорить, потому что трагедия обычно бывает неспокойна, она связана с большим количеством волнений. Люди не готовы принять трагедию, несмотря на то, что с момента рождения трагедия является частью человеческой жизни. Рожденный ребенок, он сразу понимает, что его жизнь будет полной трагедией. Рояль. Это то, что нас освобождает от трагедии, потому что когда мы слушаем звук музыки, то мы понимаем, что существует какой-то мир, который никакого отношения к нашему физическому существованию не имеет. Сцена на Простениуме. Попугай-переводчик. Эсперанто Попка, полиглот, переводит для глухонемых. Одно действующее лицо. Другого. Путь от великого до смешного так же короток, как путь от обелиска до фаллического символа. Из удивительных метаморфоз Сергея Блюмина. Браво! 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 Ну, простите за нескромность. Другое действующее лицо. Давайте включим метроном и под щелчки пульса времени рассмотрим фаллическую аксиому. На сцене появляется экран. На экране появляется историческая справка, написанная Еленой Ясин, кстати. Попугай потирает руки, переводит.
Из Министерства выдающихся справок. Справка выдана носителю фаллического символа Херсон Менхерцу. Селенус в поисках Менхерца. С удовлетворением находит и становится счастливым обладателем маленького сердечка в переводе с немецкого языка. Отсюда произошло слово «херце». Символы победы. Вандомская колонна, колонна Нельсона, Александрийский столб являются наследниками доисторических фаллических столпов, послуживших прототипами триумфальных обелисков Египта и Рима. Первобытные фаллические символы устанавливались на ритуальных капищах и посвящались саркастически сакральному акту творения. Попугай, потирая руки, объявляет: третье действие. Картина первая. Занавес поднимается.